Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду жарить блины на молоке. Рецепт простой, можно сказать классический. Так в советское время готовили блины моя бабушка и мама. Думаю, что многим этот рецепт знаком. Но зато немногие готовят блины с творогом под сметанным соусом. И блины с мясом со смородиновым соусом. Поэтому советую посмотреть это видео до конца и приготовить такие блины. Они вам понравятся. Готовлю блины на молоке. В миску вбиваю 3 яйца категории СО. Если будете использовать более мелкие яйца, то возьмите 4 яйца. Яйца комнатной температуры. Добавляю 1 неполную столовую ложку соли и 1 столовую ложку с горкой сахара. Перемешиваю венчиком до образования пены. Я отмерила 2 стакана пшеничной муки. Объем моего стакана 250 мл. Для тех, у кого нет такого стакана, я муку взвесила. Ее вес 320 грамм. Молоко и муку добавляю частями. Муку просеиваю и перемешиваю. Количество продуктов указываю на 1 литр молока. Список продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. В стакане литр молока. Добавляю немного молока в миску и перемешиваю, чтобы не было комочков. Молоко теплое, его жирность 3,2%. Жирность молока по вкусу. Когда комочки растворились, добавляю следующую порцию муки и молока и снова перемешиваю. Делаю так до тех пор, пока не закончится вся мука. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Вся мука добавлена. Добавляю частями оставшееся молоко, постоянно перемешивая. При таком способе замешивания тесто получается более однородным. Растительное масло добавляю в самом конце, непосредственно перед жаркой блинов. Вот такая консистенция теста у меня получилась. Даю тесту отдохнуть 20 минут. В тесто добавляю 4 столовые ложки растительного масла. У меня рафинированное подсолнечное. И хорошо перемешиваю. Сковороду смазываю подсолнечным маслом. Лишнее масло лучше убрать салфеткой. Можно смазать сковороду салом или сливочным маслом. Диаметр моей сковороды 22 сантиметра. На раскаленную сковороду наливаю 1 неполный половник теста. Перед тем, как набрать тесто, я его хорошо перемешиваю. Половник в миске с тестом не держу. После того, как налила тесто, кладу половник на тарелку. Жарю блины на огне чуть выше среднего. Когда тесто схватилось, переворачиваю блин и жарю примерно 30 секунд с другой стороны. Готовый блин снимаю со сковороды, кладу его на тарелку и смазываю сливочным маслом. Так будет проще отделять блины друг от друга. Сковороду периодически смазываю подсолнечным маслом. Вот так выглядит блин с другой стороны. Если хотите получить блинчик с большим количеством дырочек,
то кладите на сковороду меньше теста и жарьте на сильном огне. Количество дырочек в блине также зависит от покрытия сковороды. Я буду блины готовить с начинкой, и мне дырочки не важны. К тому же моя сковорода очень быстро нагревается, и есть шанс на сильном огне сжечь блины. Вот так я смазываю блины. С масла с одного края развернула упаковку. Держу масло за упаковку и прямо пачкой масла смазываю блин. На смазывание блинов у меня ушло примерно 100 грамм сливочного масла. А чтобы сухие края блинчиков стали мягче, накрываю тарелку с блинами крышкой. Смазывать маслом нужно горячие блины сразу со сковороды. Вот такие блины у меня получились. Блины мягкие и эластичные. Из 1 литра молока получилось 30 блинов и 1 маленький блинчик. Часть блинов сделаю с начинкой. Мясную начинку я приготовила заранее. В сковороду налила примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла и пожарила 350 грамм говяжьего фарша с 1 луковицей и 1 морковью. Посолила и поперчила по вкусу. Кладу фарш на блинчик, примерно 2-3 столовые ложки, и сворачиваю. Форму, в которой буду запекать блины, я смазала небольшим количеством подсолнечного масла. Свернутый блин кладу в форму. Фарша хватило на 7 блинов. Именно столько блинов помещается в мою форму. Сверху поливаю блины соусом из черной смородины. На канале есть рецепт соуса из красной смородины. Он тоже отлично подойдет. Ссылка на рецепт появится вверху экрана. И оставлю ее в описании под видео. Соуса ушло примерно 100-150 мл. Отправляю блины в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов и запекаю в режиме вверх-вниз на среднем уровне, примерно 15-20 минут. Готовлю творожную начинку. В чашу блендера кладу 350 грамм творога. Творог у меня крупнозернистый. Его жирность 5%. Добавляю 1 столовую ложку сахара по вкусу и 3 столовые ложки сметаны. Всего сметаны 300 грамм. Ее жирность 20%. Жирность сметаны по вкусу. И перемешиваю до однородности. Получается достаточно густая масса. Теперь начиняю блины творогом. На блин кладу 2 столовые ложки творога и сворачиваю. Свернутый блин кладу в форму, которую я тоже смазала небольшим количеством подсолнечного масла. Начинки хватило на 8 блинов. Готовлю сметанный соус или сметанную заливку. Называйте, как вам нравится. В сотейник кладу оставшуюся сметану. Напомню, что сметаны было 300 грамм. Добавляю примерно 50 мл молока и 1 столовую ложку сахара по вкусу. Нагреваю на медленном огне до растворения сахара, но не кипячу. Постоянно перемешиваю. Процесс занимает меньше минуты. Получается однородная масса с консистенцией кефира. Поливаю блины соусом и отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно на 15-20 минут. Еще раз покажу вам блин вблизи. Он мягкий
и эластичный. Толщина блина меня устраивает. Как я уже говорила, из 1 литра молока получилось 30 блинов. Блины с начинками находились в духовке примерно 20 минут. Блинам со сметаной с заливкой лучше дать немного настояться. Тогда они будут еще нежнее и мягче. Блины с мясом моим мужчинам нравятся. Они любят любые мясные блюда. Смородиновый соус придает блинам пикантный вкус. Если соуса вам покажется недостаточно, то можно дополнительно полить блины соусом. Или можно было соус добавить в мясо перед запеканием, если ваша мясная начинка такая же, как и у меня, сухая. Мой сын, когда ест блины, купает их в соусе, а муж дополнительно соус не добавляет. Вот так выглядит блинчик с мясом внутри. Блины с мясом вкусные, мягкие, но не очень сочные. Блины с творогом под сметанным соусом я очень люблю. Они мягкие, нежные и очень вкусные. Просто тают во рту. Это отличный десерт. По таким соусам я готовлю и сырники. Тоже получается очень вкусно. Блины в меру сладкие и сочные. Вот так выглядит блинчик внутри. Есть блины с начинками лучше теплыми. Блины на молоке можно есть со сметаной, медом, вареньем или джемом. Такие блины в моей семье съедают быстро, особенно на Масленицу. Все блины вкусные по-своему. Приготовьте блины по этому рецепту, они вам точно понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!